Hey, всем привет! Я Химит Пич, сегодня вы на моем канале, и я решила вам сегодня показать, как я буду скетчить. Решила записывать звук не поверх, как обычно, а в самом процессе. Возможно, так будет интереснее, не знаю, но так будет сложнее вырезать мои ошибки. Материалы вам показала до этого, поэтому мы просто приступим к рисованию. Так я проходила недавно курс, я увидела там прикольную такую штучку, называют обычно это фичи, и это выглядит типа так. Просто делаем такую линию и поперек такую же. Выбирайте любой не особо яркий цвет, я люблю оранжевый, но я его потеряла. А еще я специально для вас поменяю ракурс, потому что все время я закрываю рисунок рукой, поэтому многие видеоролики на моем канале не выходят. В общем-то, когда мы отметили с вами две похожие линии, похожие на просто пересечение, просто крестик, рисуем крестик, будем называть так. Этот крестик нам дает понимание, где у нас будут находиться плюс-минус глаза и как у нас будет распределяться лицо. Этот крестик обозначает действительно расстояние глаз, потому что если мы примерно разделим голову на две части, например, от подбородка до не затылка, а части волос, ну или затылка, например, зависит от того, какие у вас пышные волосы или лысые. Мы находим именно середину, и это середина наши глаза. То есть вот тут у нас будут наши бусинки. Но это я так утрирую. Итак, мы уже знаем, что это плюс-минус две равные части, то я отмечаю две равные части по обе стороны этого крестика. Так что теперь у нас есть хотя бы какой-то ориентир для того, чтобы уже начать рисовать лицо. Я специально взяла очень мягкие карандаши, чтобы мне было, не знаю, удобнее, что ли. Я, скорее всего, не буду особо опираться на какую-то схожесть. Я буду, наверное, больше стараться нарисовать просто симметричное, гармоничное лицо, похожее на лицо человеческое. Обычно я делю зону, чтобы найти нос, где-то на две части, и эта зона типа от подбородка до носа, от носа до линии роста бровей. Если будем проверять на фотографии, то давайте проверим это. Тут не очень секси фото. И проверив, мы понимаем, что действительно так. Если мы поделим отсюда до сюда, отсюда до сюда, у нас будет плюс-минус две ровные части, и при этом мы находим как брови, плюс-минус, да, это все мы делаем на глаз, вы понимаете, тут нету какого-то математического вычисления, а это просто мы рисуем на глаз. И мы уже находим и подбородок, так, здесь надо проверить, да, вот до сюда. Я уже намечаю просто ноздри, примерно где будут глазки, как они будут выглядеть, куда смотреть. Я пока выбрала простой ракурс, просто смотрю вперед. Конечно, когда вы рисуете с фотографии, будет сильное даже, я бы сказала, искажение. Это сейчас не оправдываю свою внешность на фото, а просто констатирую факт. Константин. Так, хорошо, не будем отвлекаться. Губы. Что тут по губам? По губам есть тоже какая-то у нас, я думаю, особенность. Если мы поделим расстояние от носа, то есть примерно этот краешек, до подбородка на две равные части, то мы сможем найти край губы нижней. Делаем то же самое. Делим вот отсюда две части ровные. И плюс-минус мы находим, где у нас будут губы. И когда вы, например, не следите за такими соотношениями, то у вас может получиться, например, не очень пропорциональное лицо. Например, у вас будет слишком длинный нос, слишком низко губы, слишком маленький подбородок. То есть такие незначительные изменения, которые уже в итоговом портрете будут выглядеть немного странновато. Но это не всегда так, потому что есть стилизация, и если это все делать гармонично, то любые искажения будут выглядеть круто. Но этому еще надо научиться, кстати. Так, мы продолжаем. Я отмечаю примерно, где у нас будет начинаться линия роста волос. Я отметила примерно здесь. Я специально беру мягкий карандашик, не знаю, говорила я это или нет, чтобы как раз-таки, не запариваться, и чтобы работа шла быстрее, потому что это просто такой быстрый скетчинг. English. Hello. Hello, my friend. And now I started drawing self-portrait, but I hope it's not look like me. Окей. Сделали небольшое отступление. Извините, я не могу подобрать другой ракурс, поэтому
довольствуйтесь тем, что есть. Например, вот эта зона, которая сейчас затемнела, она обычно темная, потому что это у нас там находятся глаза, это типа а-ля впадина. Я не буду вам никакие тут анатомические штуки говорить, потому что я не шарю. Я просто вот вам показываю, как я примерно веду свою работу, когда рисую. Глядя на работы каких-нибудь профессиональных художников, начинаешь замечать некоторые особенности. Так как тут у нас освещение простое, то я решила, как обычно, затемнить веки, вот эту часть нижнего носа и верхнюю губу. Ну и также тут типа подбородочек. Обычно я использую это и в акварельных работах, и, всегда. Вот. Но это самое простое освещение на самом деле. Вот, я примерно отмечаю, какая у нас будет форма лица. Мне кажется, немного вот эта часть очень большая. Мне надо стереть глаза, у меня нет ластика. Используем палец. В общем-то, я, правда, стараюсь не пользоваться ластиком, потому что, не знаю, потому что лень, ну и смысл его. Ну, заодно затемнили подбородочек, как будто бы теперь у нас тут даже появился объем. Вот, из-за того, что у меня, видимо, разные уши, как я понимаю, судя по фотографии, у меня одного вообще не видно. Вот, но предполагаю, что они будут где-то здесь. То есть, типа, отсюда до сюда. Тут брови, если что, у нас. Так, у меня очень непонятная форма бровей. В том плане, она какая-то кривая. Вот. Но мы будем рисовать с вами просто примерно. Так, примерно уродливо, как вот делаю сейчас я. Я люблю затемнять носик и делать такие пимпочки. Так, давайте более детально уже начнем, потому что и так много времени мы потратили с вами на какую-то ерунду. Я не знаю, кстати, вам будет так интересно, я просто решила спонтанно так заснять видеоролик. И надеюсь, вам понравится. Пока у меня хорошее настроение, и надеюсь, камера снимает, потому что я заметила, что она отключается иногда. Вот, я отмечаю, вот тут получается зону щечек, если вам будет так понятней. Вот, часто, когда я не знала ничего, я в детстве рисовала вот такие кружочки на местах, которые, по сути, являются выпуклыми у нас на лице. То есть это мы наносим тут обычно, девочки, хайлайтер с вами. Тут тоже мы можем наносить хайлайтер, но в целом в жизни это обычно самые такие выпуклые части на нашем лице. Ну, более-менее такие самые заметные. И когда вот, например, если вы посмотрите видеоролики с моими старыми работами, то вы заметите, что там часто делаю какие-то кружочки, типа вот тут, вот так. Ну, кстати, на новых работах я вроде тоже делаю там часто на носу. Ну, это как пример. Вот. Сейчас продолжаю постепенно просто штриховать те места, которые помогут нам показать, что у нас объемное лицо. Из-за того, что у меня есть достаточно такие выраженные нижние веки, то мы про них не забываем. У многих людей, кстати, их, я знаю, нету. Поэтому иногда я понимаю, что мои работы отличаются от работ других художников, потому что они просто не рисуют нижние веки. Вот. Так, это просто так рассуждаю с вами, разговариваю, понимаете? Попробовать с вами нарисовать несколько ракурсов. Вот тут также я отмечаю всегда, рисую такие штучки, которые показывают нам тоже определенный тип вмятинки. Если посмотреть на фотографию, то вот на этих зонах мы видим, такое, типа, не очень симпатичную часть, которая в старости у нас, типа, становится более выраженной. Типа вот такие вот эти штуки. Я не хочу сейчас тут рисовать, но нарисовала. Вот, теперь я превратила себя в старушку. Надеюсь, такие процессы, не знаю, вам как-нибудь помогут или будут хотя бы интересным. Если нет, то окей, просто не буду снимать. Но в целом, если вам интересно хотя бы наблюдать, а не слушать, например, меня, то возможно, я могу снимать такое, не на регулярной основе, но иногда, когда там скетчу. Ну, знаете, не буду вам ничего обещать, как всегда, знаете, потому что вы знаете меня. Ну да. Так, отмечаем. Так, вот это вот носогубные складки, если честно.
В общем-то, извините, у меня, получается, то ли перегрелась камера, поэтому она выключилась. Вот, и поэтому мне придется действительно закончить это раньше. Еще следите вот за этой линией, чтобы глаза были на одном уровне. Чтобы не было так, что вот как вот тут немножко выглядит, как будто они на разных уровнях. Вы можете проводить вот такие линии, то есть, типа, грубо говоря, переносить. И делать, стараться его симметричным, чтобы это было более как-то гармонично. Что я почти чуть ли не стихами говорю. Ну и последнее, наверное, давайте я немного, конечно, вот тут синячки под глазами у нас сделаю. Еще немного выделю веки просто линейно так, линиями. Вот. Давайте еще вот эту часть затемним. Чтобы как будто такие впалые. Ну и последнее. Реснички можете не рисовать, ну давайте вот так нарисуем. Вообще могла и другие нарисовать, ну ладно. Вот. Давайте, как будто у меня красные уши. Так, ну и шея. Шея как-то у нас примерно вот так. Еще, кстати, чтобы проверить симметрию какого-то лица, можно попробовать сделать вот так. Как видите, у меня одна сторона намного шире, чем другая. Мы можем это исправить, конечно же, чем? Пальчиками. Но это не значит, что вы должны так же делать. Я просто себе, так сказать, ставлю челлендж не использовать ластик. Вот. Делаю небольшую тень под шеей. Здесь можно было бы еще сделать рефлекс. И для этого я как раз уже могу взять ластик, чтобы сделать вот так. Так, не получилось с первого раза, потому что ластик грязный. Короче. Можете сделать это еще с клячкой, потому что ее можно мять и делать ее вот так вот тоненько. Это вот вопрос. Ну, из-за того, что, видимо, бумага немного не работает совсем. Ну, типа не совсем хорошо стирает сейчас. Из-за того, что, видимо, я растерла пальчиком. Короче, можете использовать ластик или клячку для вот того, чтобы сделать определенный рефлекс. Например, вот так, вот тут. Вот. Сейчас, подождите минутку. Надо почистить кончик. Просто на этой бумаге я еще на самом деле не рисовала портрет. Поэтому не знаю, что от нее ожидать. Ну, короче, как-то у нас вот так. Давайте еще просто сделаю выраженный подбородок. Как будто бы у меня есть подбородок. Нет, слишком выраженный, я такой не хочу. Еще в жизни появится потом. Так сказать, накаркаем. Ну, наверное, можно закончить. Получилось не очень похоже. Но мне все устраивает. Смотрите, сейчас решила взять другую фотографию. Тут я, как вы видите, улыбаюсь. Немного искажена фотография, ракурс, и лицо будет, скорее всего, непропорционально, если буду срисовывать. А из-за того, что я немного рисую по-другому сейчас, в том плане с другой целью, то я буду все-таки придерживаться того, что лицо плюс-минус делится на две части. То есть я не буду учитывать почти, что голова немного вздернута из-за ракурса. Ну, во-первых, не только ракурс, еще искажение самой камеры. Вот, поэтому, наверное, просто сделаю глаза чуть-чуть выше. Из-за того, что они у меня закрыты, сразу так примерно их намечу. Тут у нас брови примерно такой формы. Так, тут у нас морщинки. Нос немного приподнят. Так. Ну и расположение губ я тоже буду рисовать плюс-минус примерно. Так, наверное, вам непонятно, поэтому я затемню, чтобы вам было лучше видно. Нет, кстати, у нас нос будет повыше. Я же сделала глазки чуть повыше, поэтому нос будет где-то здесь. Так,
Конечно, улыбка тут у меня странная. Где-то вот тут у меня. Так, наверное, ни хера не понятно. Давайте я буду делать немного по-другому. Рисуем глазки. Пытаюсь как бы повторить тот же изгиб, который получается, когда ты улыбаешься очень сильно. Не знаю, кстати. Здесь вы также улыбаетесь не очень симпатично. Так, немного не понимаю, как тут брови. Они немножко нахмурены, потому что я как бы морщу нос. Вот, поэтому тут главное, наверное, не нарисовать злобные брови. Не перетрудиться с мимикой. Тут у нас морщинки. Но пока не буду на них заострять внимание. Так. Вот, мы с вами нарисовали глаза. У нас тут такие морщинки от глаз. И делают вот такие складочки на носу, когда мы морщимся. Еще они делают вот так немножко, типа вниз. Но вообще, надо смотреть на лицо конкретно, потому что тут я рисую как бы место, где будет у нас нос. Примерно, чтобы сделать его пропорциональным. Чтобы сделать так. Я немного сделала типа вот так вот. То есть изменила вертикаль. Поэтому так. Я стараюсь также все-таки ориентироваться на оригинал, чтобы плюс-минус повторять то, как у меня вообще ведет себя мое лицо при такой позе. Не забываю про тень под носом. Вот у нас где-то будет примерно блик. Из-за того, что у меня как бы закрыты веки, и они такие сморщенные вот там, у меня тут особо-то очень светлая часть на самом деле. Вот, то есть, типа, как в предыдущих вариантах, у нас тут нет такого света. Вот. Есть тень, где вот у нас получаются морщинки. Изгибы. Губа у нас чуть-чуть поднимается вверх при улыбке. Кстати, а нос у нас обычно, наоборот, как бы немного клюет, когда мы улыбаемся, более выпрямляется и становится острее. Поэтому мы иногда не любим себя, когда видим свои фотографии в каком-то таком ракурсе. Так, я просто, получается, имитирую те линии, которые я вижу на фотографии. И, конечно, надо не забывать вот делать подобные какие-то линии, потому что таким образом вы сможете увидеть, что вы там, например, где-то сделали не супер пропорционально что-то, не очень симметрично. Хоть у нас лицо у человека и не особо, знаете, симметрично у некоторых. Вот, у меня, например, тоже не особо симметричное. Когда я начинала рисовать на заказ, я всегда делала людей намного красивее, чем они есть. Вот. И это было на самом деле случайно. Во-первых, каждый человек хочет видеть себя лучше и красивее, чем он есть. Вот, поэтому, наверное, в каком-то плане подсознательно я старалась просто сделать человеку приятно. Поэтому они у меня получались лучше, чем они есть на фотографии. Да и тем более, знаете, на самом деле, на фотографиях мы выглядим иногда хуже, чем в реальной жизни. Ну, бывает, конечно, наоборот. Но я, наверное, не тот случай. Вот. Так, делаю такую плохую тень под нижней губой. Вот, конечно, не очень аккуратно получается, но пофиг. Так, немного решила выделить ноздри, потому что их все-таки в этом ракурсе чуть-чуть совсем видно. Вот, носогубные складки. Они тоже придают нашему выражению сразу немного другое очертание. Еще мне нравится очень часть, где эти складки как раз-таки идут к подбородку. Типа их можно соединить плюс-минус воедино. Конечно, на фотографии так не видно, но если вы будете их так дорисовывать своим мозгом, типа, то вы увидите, что
что они плюс-минус находятся все в одном месте. Ну, то есть, короче, они ведут в логическое завершение. Так, у меня довольно-таки выраженные, как они называются, эти, ну, типа, щечки. Щечки. Так, выраженные щечки. Поэтому я делаю вот так. Из-за того, что у меня одна часть лица находится в тени, а это вот это, я могу ее затемнить. Можете делать это вот такой боковинкой, чтобы это было быстрее. Так, шевелю руки. И тут немножко тоже сделаем. И вот тут еще немножко затемним. Так. Вообще напишите в комментариях, интересно было ли вам смотреть на это. Наверное, на 2 рисунках я закончу, потому что что-то у меня камера перенагревается. И на самом деле я тоже перенагреваюсь. Внизу очень жарко, когда ты рисуешь на камеру, как будто бы за тобой следят. И ты такой, надо не накосячить. И не облажаться. Вот. Ну, из-за того, что голова в ракурсе, у нас будут немножко ушки пониже. Вот. Но из-за того, что, как всегда, у меня не видно одного уха, мне приходится его додумывать. Но в этом нет ничего страшного. Кстати, почему-то камера меня не оповещает о том, что она выключается, поэтому я не могу это угадать. Вот. Ну ладно, не буду об этом жаловаться. Просто вы немного пропустите некоторые моменты, где я рисовала, возможно, что-то очень важное. Вот. Вот так схематично рисую волосы. Ушки тоже схематично. Кстати, у ушей там примерно всегда плюс-минус одно строение. Ну, в общем-то, если вы немного раз порисуете свои собственные уши, то вы поймете, что они как бы такие одинаковые. Короче, у них есть одна определенная схема. Ну, кстати, может быть, я просто таких людей с такими ушами рисовала, похожими на мои. Не знаю. Возможно, это просто совпадение. Так. Насчет подбородка, насчет, точнее, лба, я не особо там знаю, какое строение, то есть у меня как бы пока нет информации насчет этого. Ну, типа, я еще ее не отработала нормально. Вот, поэтому я пока могу хотя бы вот эти части, которые знаю, что они темнее должны быть, потому что там такое строение, которое вынуждает их быть темнее. Так, у меня опять выключилось. Ну и что, ребята, наверное, на этом закончим. Тут у меня, конечно, еще десна видно. Я бы не хотела их рисовать, на самом деле. Вот. Вот такие вот у нас ленивые с вами рисунки получились. Так что жду ваши комментарии, лайки и все остальное. Всем пока. Кстати, не забудьте подписаться на канал, пожалуйста. И действительно оставить свой комментарий по поводу подобных зарисовочек. А я, в свою очередь, буду продолжать стараться видео. Вот. А я сказала снимать. Мне кажется, я слова пропустила. Кстати, еще можете подписаться на мой Инстаграм, например. Вот тут я оставлю вам название моего аккаунта. Так что всех жду. Все, goodbye.